Всем привет! В Тень Чернобыля и в Чистом небе используется одна и та же глобальная карта. Отличаются они между собой лишь локациями. Зов Припяти она абсолютно другая, не похожая на две предыдущие. На карте зоны Зов Припяти присутствуют три огромные, совершенно новые локации и полное отсутствие старых. В этом видео мы разберем все самые интересные объекты на картах трилогии Сталкер. Перед просмотром, пожалуйста, подпишись на канал. Спасибо. И да, я нашел, чем вас сегодня удивить. Первый объект, который можно разглядеть на южной части карты – локация. Раньше я считал, что это полноценная локация завода Росток, но на самом деле это мультиплеерный вариант завода. Вот фото из ресурсов игры. Второй объект – вырезанная локация Темная лощина. Она была специально сделана для квеста побега игрока на машине из Темной долины, поэтому через всю локацию проходит автомобильная дорога. Но из-за того, что авто вырезали из релизной версии Тени Чернобыля, под нож легла и сама локация. Третий объект – железнодорожные пути, которые тянутся с юго-запада в северо-восточную часть карты. А если быть точнее, то пути обрываются возле дикой территории. Это можно было бы посчитать тупиком дороги, но в игре на этом месте пути попросту обрываются. Здесь нет ни депо, ни платформы, ничего. Косяк левел-дизайна, который виден на карте. Кстати, чуть выше, в этом месте, такая же история. Четвертый объект – Мертвый город. Локация, вырезанная из релизной версии игры. На карте не выделено, есть только очертания, а на перекрестке на армейских складах есть надпись «Мертвый город». Находится к юго-западу от армейских складов и к северу от Янтаря. Город был вырезан из оригинальной части по причине отсутствия времени на доработку локации. Следующие объекты – копия деревни Кровососов с армейских складов. Копии встречаются чуть ниже, левее и выше Мертвого города, а также левее Припяти. База Свободы и прилегающая дорога к ней – идеальная структура для копирования и размещения на глобальной карте. 3/4 часть базы скопировали и разместили чуть выше того же Мертвого города. Перекрестки на армейских складах тоже скопировали и разместили левее локации, дорисовав еще несколько строений. Дорога, идущая от радара к Припяти, обрывается прямо возле дома, а прямого соединения с центральной дорогой города нет. Виден обрыв дороги ниже ЧАЭС, куда она ведет, неизвестно. Конец дороги правее АЭС. 16-й объект – автомобильная переправа, которая есть на реальной карте ЧЗО, но там она выглядит как дорога, идущая вдоль прудоохладителя станции, а не через реку Припять, как на игровом варианте. В этом месте обрыв пути, который по сути должен вести в сторону станции, но почему-то не ведет. Здесь виден конец дороги, которая должна была вести на генераторы, небольшую локацию севернее ЧАЭС, по сути являющейся наиважнейшей, поскольку второй взрыв произошел именно на ней. Об этом говорит статья в ПДА о происхождении зоны, но с вырезкой генераторов дорогу тоже замазали. Ну и последний, самый выделяющийся объект на севере карты – множество дорог и прилегающими к ней зданиями. Я сначала подумал, что это улицы реально существующего города Чернобыль, но посмотрев на карту, я похожего места не нашел. Но включив голову, сделав скриншот данной местности, затем поиск по фото в Яндексе и, о чудо, я нашел точную копию местности, и это космодром Алкантара, Бразилия. Вот для сравнения скриншот местности с карты Сталкера и реальное фото со спутника на реальной карте. Такого я точно не ожидал. Никогда бы не подумал, что вот это реально существующий объект. Если и вы не ожидали, то обязательно кликните по лайку. Ну а мы переходим к глобальной карте Чистого неба. Первое, что сразу же бросается в глаза – 4 новые локации – Болото, Рыжелес, Лиманск и Госпиталь. На северо-западе болот находится речушка, которая уходит куда-то на запад. На локации Янтарь к заводу дорисовали еще множество зданий, которых нет в игре, но они есть на карте.
В этом месте, западнее Лиманска, можно увидеть здание с разрушенной крышей. Точно такое же здание мы видели на свалке. Это депо, база бандитов. Как говорил Лебедев о большом выбросе, изменилось все. Давно разведанные и относительно безопасные территории накрыло сильнейшими радиационными полями и аномалиями, зато появился доступ к местам, которые оставались закрыты годами. Если взглянуть на карту, то можно заметить тропки, ведущие от одной локации до другой. Вот в этом месте есть переход на свалку, тут находится труба. А здесь выход из нее, что логично, и эти тропы есть между каждыми локациями. Есть небольшая нелогичность с переходами. Как мы знаем, из разговоров сталкеров в чистом небе можно понять, что выбросы изменили зону так, что люди в баре оказались взаперти, поэтому и попасть туда не получается. В этом месте находится переход на свалку, так как отсутствует локация, ведь путь к ней преграждают аномалии. Но что мешает сталкерам пройти по холмам и спуститься на территорию? Не всегда же они могут идти по натоптанным тропкам. Значит, есть запасной путь с военных складов до свалки, но нет до территории бара? Ладно, будем считать это сюжетной дырой. Далбек салам. Следующий косяк тоже связан с переходом. В Рыжем лесу в этом месте находится переход на свалку, а здесь на военные склады. Данный переход на янтарь логичен, здесь видна тропа, но что мешает сталкерам пройти небольшой путь и прийти на склады, чем делать такой круг? В таком случае в этом месте можно было бы сделать переход на военные склады, а переход на свалку и вовсе убрать, а переход за лагерем у капера удалить и наставить там кучу аномалий, якобы путь к тоннелю закрыт. Ну а в целом зона в чистом небе куда лучше, чем в том же ТЧ. Ну что ж, пришло время разбирать карту Зова Припяти. Как я сказал чуть раньше, глобальная карта Зова Припяти полностью отличается от двух предыдущих. Здесь видимых локаций всего 3, да и объектов с локациями куда меньше, но они есть, и давайте мы о них поговорим. В этом месте мы можем увидеть от 13 до 15 строений. Данная вырезка была сделана с реальной карты ЧЗО. Место находится на северо-западе Припяти. Могу предположить, что вот эти большие трещины в земле – воздействие большого количества термических аномалий. В этих местах можно увидеть, земля будто сожжена. Данный объект, находящийся на юго-востоке от завода Юпитер, очень похож на объект рядом со вторым микрорайоном. Черное пятно, я уверен, это пробитый потолок в центральном зале путепровода Припять-1, и расположение подходит, ведь путепровод идет от этой точки до этой. Как мы знаем, по сюжету просто так дойти до Припяти поверху не получится, поэтому нам приходится собирать отряд и идти по подземельям. Но когда мы уже будем в Припяти, туда приходит Гарик и говорит, что нашел безопасную тропку. Но что мешает сталкерам дойти до Припяти по таким путям? Непонятно. Данный путь через реку существует и в реальной ЧЗО. Вот фото. 5-й объект – песчаное плато. Песок, который добывали при создании пруда-охладителя ЧАЭС, свозили сюда, чтобы в будущем здесь началось строительство 6-го микрорайона Припяти. 6-й объект, который находится на своем месте, это строение большой длины. Скорее всего, это гаражный кооператив. Вот фото для сравнения. Сама Припять в игре задействована только в виде 1-го микрорайона, но на карте есть и 2-й. Вот он, по левую сторону. 7-й объект – пансионат Солнечный, а рядом хирургический комплекс. Ну и последние, самые узнаваемые объекты. Главная площадь города, где находится ДК «Энергетик», ресторан, гостиница «Полесье» и колесо обозрения. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Сегодня мы разобрали глобальные карты всех 3 частей Сталкер. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. А если это так, то не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем спасибо, еще увидимся. Пока.